Всем привет! Не успел год начаться, а компания Huami уже успела порадовать нас новыми часами. В полку линейки часов Amazfit прибыло. 8 января 2020 года было представлено две новых модели. Ну, по правде сказать, новая модель всего одна. Это Amazfit T-Rex. А вот вторая новинка — это некое продолжение, наверное, самых популярных часов этой компании. Конечно же, речь идет об Amazfit Bip. В этом году они все же получили долгожданное обновление и вместе с тем приставку с литерой S в свое название. Итак, давайте по порядку. Первая новинка Amazfit T-Rex — это так называемые ультразащищенные от внешних воздействий умные часы. Как заявляет производитель, конструкция часов соответствует 12 военным стандартам США. Часы не боятся мороза, погружения под воду, а также устойчивы к механическим видам повреждений. Думаю, любители экстремальных видов спорта, а также люди, которые любят активный отдых, должны по достоинству оценить все преимущества данных часов. В Amazfit T-Rex установлена AMOLED-матрица с диагональю 1,3 дюйма, покрытая закаленным стеклом Gorilla Glass третьего поколения и имеет разрешение 360 на 360 точек. Часы также поддерживают функцию Always On Display. За автономность отвечает аккумулятор на 390 мАч, которого должно хватить на 20 дней непрерывной работы девайса. Конечно же, это будет зависеть от интенсивности использования гаджета. В часах поддерживается 14 спортивных активностей: это бег, бег на беговой дорожке, трейл-раннинг, ходьба, арбитрек, восхождение, поход, лыжи, езда на велосипеде, велотренажер, плавание в бассейне, плавание в открытых водоемах, триатлон и упражнения в зале. Разумеется, в часах такого типа присутствуют датчики GPS и GLONASS. Для более точного позиционирования используется высококачественный GPS-чип от Sony. Вообще, внешний T-Rex очень напомнили мне популярные часы G-Shock от Casio. Согласитесь, выглядит очень похоже. Цветов корпуса на выбор будет 5. Это черный, серый, армейский зеленый, хаки и камуфляжная пятнистая расцветка. Вес часов составляет 58 грамм, а за связь со смартфоном отвечает встроенный модуль Bluetooth версии 5.0. Также эти часы снабжены оптическим датчиком BioTracker PPG, который может выполнять круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений. Стоимость в Китае составляет 799 юаней или $140, а в пересчете на наши рубли примерно 8,5 тысяч. Старт продаж в этом месяце, в январе 2020 года. Ну а теперь давайте поговорим об обновлении главного хита продаж последней пары лет. Amazfit Bip S внешне не претерпел практически никаких изменений. Корпус часов имеет прямоугольную форму и выполнен из пластика, а вес составляет 31 грамм. В новинке, как и в предыдущем поколении, установлена трансфлективная матрица, то есть чем больше света попадает на дисплей, тем лучше отображается информация на нем. Диагональ экрана 1,28 дюйма с разрешением 176 на 176 точек. Будет поддерживаться до 40 различных циферблатов, которые можно будет установить прямо из приложения. Но не исключено, что со временем их станет намного больше, и так же как для предыдущего поколения появятся различные сторонние приложения в маркете, позволяющие установить дополнительные циферблаты. За связь со смартфоном будет отвечать Bluetooth 5-го поколения. В Amazfit Bip S установлены датчики геолокации, GPS и GLONASS, а также современный анализатор частоты сердечных сокращений BioTracker PPG, как во всех недавних моделях умных часов от Amazfit. Заявленное время автономной работы 40 дней. По данному показателю никаких изменений. В прошлом поколении было заявлено столько же, однако по факту оказалось на четверть меньше, и то в зависимости от интенсивности использования. В часах будет поддерживаться 10 спортивных активностей и официально заявлена поддержка функции плавания, а значит Bip S будут водонепроницаемыми. Тут, конечно, можно сказать, что и предыдущие Bip обладали подобными свойствами, по крайней мере в первых партиях было так. Лично я свои часы топил в воде и не один раз, и вот с ними до сих пор все хорошо, а им на секундочку уже 2 года, это как раз одни из первых партий. Тем не менее, читал в отзывах, что после подобных водных процедур они у многих умирают, но насколько я понял, Bip S теперь это не грозит. Из важных дополнений в часах появится виджет управления музыкой, которого многим так не хватало в предыдущем поколении. Amazfit Bip S будут продаваться в черном, белом, оранжевом и розовом цветах. Продажи новинки намечены на февраль 2020 года по цене 399 юаней или $70, а в пересчете на российский рубль получается около 4000. Что же, для подобного девайса цена весьма доступная, а впрочем примерно столько же стоили когда-то часы первого поколения.
Также помимо новых часов, Huami представили две модели своих беспроводных наушников. Это Amazfit Power Buds и Amazfit Zen Buds. Если будет интересно, то по ним я сделаю отдельный ролик. Напишите в комментариях, нужна такая информация или нет. Быть может, когда они появятся в продаже, будет лучше сразу заказать и сделать на них обзор. В общем, жду ваших предложений. А на сегодня это все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, если видео понравилось, ведь это поможет ролику двигаться дальше. Подписывайтесь на мой канал, если вам было интересно. Ну а с вами, как всегда, был Влад, канал Blitzkey, обзоры техники. Всем всего хорошего и до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.